мировоззрение. Потому что много лет назад, когда мы первый раз увидели эти мастер-классы, мы были настолько потрясены, что всю оставшуюся жизнь посвятили только развитию физиологии. И я вас тоже призываю, если вы видите, что это направление для вас важное, нужное, посвятите свою жизнь этому развитию, потому что нет ничего лучше, чем прикладная кинезиология. Мы никогда не можем понять человека сами, мы можем только робко у него спросить, что надо с ним делать. Поэтому, когда врач считает, что он великий и равен Богу, это большая ошибка. Мы только робкие исследователи, и можно только робко спросить человеческое тело. Что можно сделать в человеческом теле? А спрашиваем нервную систему, потому что все болезни от нервов, даже те, которые вы знаете. А нервная система – это система рефлексов. И мы проверяем не просто рефлексы, а рефлексы под нагрузкой. То есть проверяем, а как нервная система адаптирована к нагрузке. К механической, к химической, к эмоциональной. Если она не адаптирована, возникает заболевание. Поэтому я поздравляю вас с той радостью, которую вы можете сегодня испытать, и запомните это жизнь навсегда. Okay, how many people have knee problems? У кого есть проблемы? Сегодня у нас не конечности. Problems with money or what kind of problems? Any kind of knee problem. Да хоть с деньгами, любые Knee problem, lower leg problem. Almost every, except for very acute knee problems, every knee problem has a bad foot and ankle below it and a bad pelvis above it. Если только это не острая травма коленного сустава, все остальное, все остальные хронические заболевания – это проблемы либо восходящие, либо нисходящие, либо стопа, либо таз, а то и шея. I say to patients adopt their injuries. Я всегда говорю, что пациенты адаптируются к своим травмам. When we get injured, we change how we walk, how we move. Стоит получить травму, и меняется ходьба, меняется схема движения тела. And the compensation for that many times will continue for years and years. И компенсации порой длятся годами. And every patient that I see, I make them walk, and then I watch how they Я walk. каждого пациента прошу пройтись, наблюдаю за ходьбой. There was a Japanese researcher named Isugai. Есть один японский исследователь, Сагай, He found that 90% of the people with chronic recurring musculoskeletal problems walk wrong. который обнаружил, что в 90% случаев костно-мышечных проблем человек неверно ходит. Now, if you have a knee problem, При проблеме коленного сустава you're going to walk wrong. вы и ходить будете неправильно. And in that walking imbalance, you create muscular imbalances that go through your whole body. Ну а, конечно, дисбаланс при ходьбе создает нарушение равновесия во всем абсолютно теле. So if we start with lower leg problems, the first thing you want to do is watch people walk. Первое. Начать нужно с нижней конечности. И первое в этом смысле – это наблюдение за ходьбой. So the first question is, how do you walk? Так что первый вопрос – как вы ходите? How do you start to walk? Как начинаете движение при ходьбе? Just stand there. Take one step. Сделайте шаг. How did you do that? Как вы это сделали? Не знаю. Yeah, but you did it. Но вы же сделали это? How did you do that? Go back, stand there. Встаньте ровно опять. Start to walk. Шаг. Now, is that how you do it? Как? How do you start to walk? Как начинается акт ходьбы? You basically relax your gastrocnemius and your body weight starts to form. Фактически расслабляешь мышцы задней икроножную мышцу, и тело начинает автоматически падать вперед. Now, then you want to watch people walk. So Кто? one of the better walks. Идите сюда, пожалуйста. Я не вижу, на кого он From the показывает пальцем. Ukraine. Come up here. Да-да, господин с Украины, идите сюда. Watch out for the wires. Осторожно, за провод не зацепитесь. Now, if we can take this camera over to here, Так, давайте теперь перенесем камеру сюда. Так, вставайте тут. is it possible? Можно это сделать? Тут нет, шнура не хватит, чтобы показывать. We just want you to walk to that wall. Пожалуйста, пройдитесь до стены и вернитесь Can обратно. it go? Камера Да, может нет. видеть ходьбу? Тогда показывать не будет. Почему? Да потому что шнур короткий. Вот тут Нельзя шнур временно тут. отключить от питания. Try Ну to. тогда не будет видно. Yeah, well, try to. Потолок. Oh, you can't do it. Those of you that can watch him walk over here, Ну, по крайней мере, я говорю для тех, кто видит, как он ходит. walk down and На back. экране просто Еще раз, видно, на пожалуйста, экране. туда и обратно. They can see on the screen. Okay.
Он хромает, идет на одну ногу. He's limping on one leg. Плечо, Плечо наклоняется в сторону. рука работает. Ну, во-первых, вот так он ходит. Это первое, что бросается в глаза. Плечо выше. Swaying from side to side. He sways from side to side. Да, качается из стороны в сторону. He walks like a penguin. Как пингвин ходит. The penguins? Видите пингвина? He walks like a penguin. И он ходит как пингвин. Now, the question is, The Why? world penguin, they say. what? World one. Well, he walks like a wounded penguin. Он ходит не как королевский пингвин, а как раненый пингвин. Now, why would he walk like a penguin? Почему вдруг он стал ходить как пингвин? What muscle brings the leg forward when you walk? Какая мышца, простите, выносит ногу вперед при ходьбе? У него или в норме? And him or normal? Normally. В норме какая мышца выносит? The iliopsoas. Пояснично-подвздошная или апсиос. The iliopsoas is supposed to start the swinging motion. Именно она призвана начать движение, которое выносит ногу вперед. And then you get some contraction of the rectus femoris. А потом идет сокращение прямой мышцы бедра. And when those muscles don't work, Если эти мышцы не работают, you use your adductors. включаешь приводящие. And then you start to get this side-to-side swing. И вот тогда получается раскачивающаяся из стороны в сторону ходьба. Now what happens to the knee is the forces are going back and forth across the knee. Естественно, начинают действовать поперечные силы в коленном суставе. Sit down. Садитесь, пожалуйста. Now, like that. Глубже. Так, только глубже. So the odds are, when he walks, Когда он ходит, raise your leg, turn, разверните ее, push up, сопротивляйтесь. push up. Еще раз. And that's all he has for psoas. Вот и вся сила пояснично-подвздошной мышцы. Push up. Еще раз. He has no strength there at all. Вообще никакой силы нет в помине. And that's why he walks like that, because Поэтому и ходит так. he can't walk alone. Потому что нормально ходить просто не может. Raise your leg, Поднимите ногу, пожалуйста. push up. Сопротивляйтесь. And he has no rectus femoris. Прямой мышцы бедра тоже нет. И это самостийное упражнение. После вчерашнего. И сюда. А что, вы еще куда-то ходили, после того, как все разошлись? Мы были все вместе. We were all together. He didn't go anywhere. Without us. Push down. Push down. We say the muscles related with the liver, so his liver must be good, but his legs are bad. Мышцы, связанные с печенью, в порядке, а вот с ногами все нехорошо. So, Не удалось отмазаться. Couldn't find an excuse. no excuse for that. But, pull in. Сопротивляйтесь внутрь. А как держаться? He has an adductor that works, but he has no rectus femoris, Приводящая работает, а вот прямая мышца бедра нет. and he has no И iliopsoas. пояснично-подвздошная тоже нет. When you watch him walk, you see him move that way. Когда наблюдаешь за ходьбой, видишь конкретное движение. Now, what would cause both of those muscles not to work? Что же заставляет обе эти мышцы перестать работать? Is there anything they share in common? Есть ли у них что-то общее? Иннервация? Small intestine, Нет. No. Иннервация? Иннервация, компрессия? innervation. Компрессия. Innervation. Иннервация? Right. Push down. Не Push up. сопротивляйтесь. Давите руками вниз и сопротивляйтесь. Right. So he has a spinal problem. Так что есть позвоночная проблема. He has a spinal problem that stops him from using his legs right. Позвоночная проблема, которая не дает правильно работать ногам. So now he changes how he walks. Соответственно, меняется схема ходьбы. If you don't correct that, И если ситуацию не исправить, then in time he's going to have both hips replaced.
Со временем придется оперировать и заменять его тазобедренным суставом. because he'll have arthritic changes in there Потому что, because конечно, будут артритные изменения. of the abnormal stress as he walks. Из-за того, что суставы нагружаются аномально. Now, the reason I started with him is Я почему начала именно с него? the first thing you need to do is look at how your patients move. Потому что, во-первых, нужно обращать внимание на то, как движется ваш пациент. Before you get into all that history stuff, Прежде чем начинать собирать анамнез. because a lot of times patients like to be Italian, they like to talk about Потому что, too знаете, much иногда люди попадают в такое итальянское настроение, очень любят много говорить. instead of taking the very important things. Вместо того, чтобы вычленить из всего самое главное. So you see somebody like him walk in your office, Видишь вот такого человека с такой походкой, входящего к тебе на прием. just how he walks tells you you have a spinal problem Уже here. одна его ходьба говорит о том, что у него проблемы с позвоночником. That if you don't address that, Но если не обратиться к этим вопросам, problems with his ankle, knees, hip sockets will never get any better. никогда проблемы ни с тазобедренным, ни с коленным суставом нормально не устранятся и нормальной ситуации не станет. Now, okay, who's got a knee problem? Ну, у кого колени нездоровые, проблемы с коленями у кого есть? Now, nobody has a knee problem. Ни у кого нет проблем с коленными суставами. Вон. Сидит вот девушка. У меня диагностированный кистоправ. Киста? Да. Cyst in the knee joint diagnosed. И в течение последнего года я уже не могу присесть на колени. То есть я And раньше during мог the last садиться. year, I'm not able to squat properly. Okay. Now, does he think the cyst is stopping him, or that the muscles just don't work the way they should? Как по-вашему, именно киста не дает вам присесть на эту ногу, или мышцы не работают так, как они должны работать? По вашему мнению? У меня такое ощущение, что что-то не дает сесть. Something prevents me Не from сгибается. squatting, so the knee doesn't bend properly. Okay. So the knee doesn't bend properly. Значит, колено не сгибается так, как должно сгибаться. Any history of trauma? Травма в анамнезе есть? Okay. Just walk down and back. So I Пройдитесь, watch, пожалуйста, walk. туда и обратно. Мы посмотрим. Держи, я буду снимать. Поднимаем проект. Всем ли хорошо видно, уважаемые? На экране хорошо видно? Не приближайся. Так, тут я поглубже буду. Еще, двигайтесь. Now, the first thing, if you watch him walk, Если вам видно, как он ходит, and you can't really see it from there, from as well there. но, честно говоря, конечно, вам не видно так, как Медленнее, по шаги побольше. стоял. Шире шаг и медленнее. For his size, Для его размеров he has a very short у stride. него очень короткий шаг. So I say to the patient in the office, I say, you're walking like you had a very tight skirt on. Я всегда говорю, что вы ходите так, как будто на вас одета очень узенькая юбочка. Еще раз. No, I'm up here. Now, which knee bothers you? Какое колено вас беспокоит? You're right. Давай. Okay. So, go ahead and try to squat. Попробуйте присесть. Oh, wait. Go back up. Don't use your hands. Без рук. Go back up. Okay. Take your shoes off. Обувь снимайте, пожалуйста. Stand up on this. Вставайте на кушетку. Face down. Лицом к аудитории. Good. Start to bend your knees. Начинайте приседать. Go back up. Выпрямляйтесь. Bend your knees. Еще раз. Go back up. Выпрямляйтесь. Now, when you watch, can you put the camera down here? Можно камеру вот сюда направить. Крупнее. Zoom in, right? Вот сюда. Here. Take your sock off. Носок снимите, пожалуйста. А нельзя немножко света убрать, потому что на экране будет лучше видно. Вот задний бы свет выключить. Будьте добры, задний свет выключите. Там за камерой. Кто поближе? Передний Анечка, оставить, а поднимитесь, задний. пожалуйста, пройдите прямо. Now, go ahead, start to bend your knees. Начинайте приседать, пожалуйста. Now,
he loses his arch is right here. Видите, как уплощаются своды? Especially worse on the Особенно left. слева. Do it again. Еще раз. Go up. Выпрямляйтесь. Можно Do it тряпку again. убрать? Еще раз. Now, the first thing notice, he starts to spread his legs apart and he loses the balance here when he bends. Видите, начинает приседать и теряет баланс. He loses strength here the more he bends. Разведение. То есть чем больше наклоняется, тем меньше способен себя удерживать. Now, turn around. Повернитесь, пожалуйста. А можно снять? Nice large muscle. Sorry, David. Shall we take away the sheet from the Да. table? И джинсы, если можно, снимите, пожалуйста, молодой человек. Yes, he has atrophy of his hamstring on the Слева атрофия мышц задней поверхности бедра. line your back. На спину ложитесь, пожалуйста. Пожалуйста, снимите джинсы, если можно. Дэйв, Sorry, David, they ask you to take off your jeans. колено надо посмотреть. А прежде что присели. Maybe ask him to squat once again. You want to squat again? Людмила once. Okay. Тряпочку. Keep going. Еще Encore. разочек. Видно, как уплощается свод с тобой свод. Тряпочку уберите, пожалуйста. Спадал, да. Стопу покрупнее, пожалуйста. И ноги сводятся. Again. Еще Encore. разок. Encore. Еще. It starts to widen out. He loses his strength in here. Видите, сила теряется при приседании. Line back. Ложитесь, пожалуйста. Now, the first thing I notice is that he has way less quadricep here than he does here. Ну, во-первых, справа меньше мышечной массы четырехглавой мышцы бедра. Now, when he walked, Когда шел, push up, сопротивляйтесь вверх. he did a lot of this, and he did very little push up, Вот это движение было это много, а вот этого движения мало. push up. Еще раз. Now, he's got a good psoas here, Хорошая поясничная слева, none here, но не справа. pull, nothing there. А здесь вообще ничего. Every time you have a weak muscle, То есть всякий раз, когда есть слабая мышца, a synergistic muscle must overwork. чрезмерно должна работать мышца синергист. An antagonistic muscle shortens and tightens. Одноконец начинает укорачиваться и напрягаться. So, Итак, we have a weak psoas, слабая поясничная, we have a weak rectus femoris. слабая прямая мышца бедра. What would be a synergistic muscle to those? У этих мышц синергист какой? Аддукторы. Аддукторы. Adductors. Yes, but another one. Другая. Abdominals. The vastus portion of the quadriceps. Вастус. Широкая порция четырехглавой. You end up with a weakness of the rectus femoris. Итак, слабость прямой мышцы бедра. The vastus portion overworks. Вастус работает слишком напряженно. And when you walk, you see a lot of this with the И lower при leg. ходьбе голень совершает вот такие движения. Now, what happens when that occurs? И что происходит в таких ситуациях? Here, Камеру возьмите крупно над коленями, пожалуйста. down here. See the kneecap move, the patella move? Видите, как надколенник легко двигается? Nowhere near the motion. Вниз. You end up with adhesions on the patellar tendon, То есть кончилось все спайками сухожилия надколенника. and the patella will not move as it's supposed to. И, конечно, надколенник в такой ситуации не будет двигаться так, как двигаться должен. Now,
any of the patients who have problems around the patella itself, Значит, конечно, есть пациенты с проблемой собственной зоны вокруг надколенника. whether it's crepitus when they move, Это может быть и крепитация при ходьбе. retropatellar pain, Это может быть ретропателлярная боль. you want to go like that and see how much motion То the есть patella обязательно смотрите, actually насколько has. свободна была торция надколенника. And this patella doesn't have anywhere near the motion that the other one does. Правый надколенник не имеет даже относительной степени свободы по сравнению с левым. And you're going to want to loosen any adhesions that are in there Поэтому around it, обязательно нужно устранять спайки вокруг надколенника для того, чтобы он снова задвигался, so it moves like that. чтобы он стал двигаться как надо. Now, there's a number of problems going on here. One, Ну и в этом случае еще целый ряд проблем. we have the problem with the psoas and the rectus Значит, femoris. во-первых, проблема с поясничной мышцей, с пояснично-подвздошной и прямой мышцей бедра. And if there's a problem with the nerve, there's usually going to be tenderness. И если это проблема иннервации, значит, вот здесь будет болезненно. Ай-яй-яй. Right where the femoral nerve comes under the inguinal ligament. Точно там, где бедренный нерв выходит из-под паховой связки. And you can compare the opposite Причем side, можете сравнить с противоположной стороной. and that's the response that you'll get. Вот такую реакцию получите при проблеме. Now, we could sit him up and have him traction his back, or we could just Можно было бы или посадить его и просить наклоняться назад, либо вот таким образом. stretch his spine a bit to see if it changes. Создать эффект тракции, для того, чтобы посмотреть, изменится что-нибудь или нет. Okay. No? Идея. And we could have him jump up and down and bring it back if Ну, you конечно, может попросить его попрыгать, чтобы все вернулось. push up. Now, whoa. Of course, now from yesterday, this muscle has atrophied, Ну и раз эта мышца атрофична, and so you would want to go ahead and test and see how many times you can use the muscle before it нужно, goes прежде weak. чем рекомендовать ему упражнение, как вчера, протестировать, чтобы узнать, сколько повторений требуется в тренировочной сессии. And remember yesterday, I took the scalene and I pushed in different directions to Помните, see if я I вчера could. брал лестничную мышцу и оттягивал ее в разных направлениях. There's no way for you to see that. No. Никакой возможности, чтобы вы Just это want you to увидели. look. Чтобы вы просто вас приглашаю. What do you see? Что видите? See how small it is? Меньше, да, правая сторона? Вот это больше, вот меньше. Хорошо. So high on the right, low on the left. Now the size of the Размер, muscle. на размер мышцы обратите внимание. Какая мышца больше, правая или Way левая? more muscle, way little muscle. Good. Now, Спасибо. now, Левая больше. push up. Сопротивляйтесь вверх. Now I'm just going to pull a portion of the vastus away from the rectus femoris. То есть фактически утрачена мышечная масса, особенно со стороны прямой мышцы бедра. Push. And if I've got an adhesion in there, Если есть спайки, then that's what will happen. тогда будет та самая реакция, которую мы только что пронаблюдали. So he's going to have a problem with adhesions between sections of the muscle. Значит, у него проблема спаек между порциями мышцы. Now, anytime you've had a chronic problem, Всегда, когда есть хронические проблемы, you're going to find adhesions between sections of the muscle. обнаруживаешь спайки между порциями мышцы. Push up. Вверх сопротивляется. And again, what I'll do is I'll have the patient do this every day for the next 10 days. На протяжении 10 дней каждый день буду рекомендовать пациенту делать то же самое. Turn over. На живот. Resist. Сопротивляйтесь. I'm going to push the semimembranosus and semitendinosus out to the side, Развожу полусухожильную полуперепончатую мышцу. and the muscle weakens. И мышца ослабевает.
Я же не спортсмен, не надо мне делать больно. You don't need to make him feel pain. He's not an athlete. Everybody's an athlete in a way. Знаете, каждый по-своему спортсмен. Okay, turn over. На спину. Okay, now. Pull in, Сопротивляйтесь внутрь ногой. relax, Расслабьтесь. relax. Pull in. Сопротивляйтесь. Now. Pull across. Pull. 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 Now, when you have atrophy in one leg, Когда одна нога атрофична, and he walks with that shorter stride, когда человек ходит коротким шагом, every time he takes a step, he's taking that femur head and he's driving it right into the acetabulum. при каждом шаге головка бедра вколачивается в горловую впадину. Now, line your side. На, вот лягте, пожалуйста. Push up. Сопротивляйтесь вверх. Up. Вверх. Push up. Вверх. Push up. Вверх. Okay. Не больно? Okay. Back on your back. На спину. So let's just go right in around the acetabulum. Pain, right? Больно, да? Yeah. Зона верхложной впадины. Now I'm right in over the acetabulum itself. То есть как раз проекция верхложной впадины It'd be контакт. like going into the joint capsule of the shoulder. Так же практически, как мы вчера работали с капсулой плечевого And he's сустава. got pain. И боль у него там. Now, what did I do yesterday with the shoulder? Что я вчера с плечом делал? When the shoulder hurt like this, what do we do to treat it? Что мы делаем в лечении плеча? Stretching the capsule. We stretch. How would you stretch? Here's the Растягиваем joint. капсулу. А вот теперь смотрите, вот он сустав. Here's the joint like this. Вот How would такой. you stretch it? Как растянуть? Now you want to stretch the joint. How are you going to stretch it? Line your side. Ложитесь на бок. Raise your leg. Поднимайте ногу, поднимайте. Okay. Back on your back. На спину. Oh, wait a minute. Stay there. No. Лучше. Okay. Back on your side again. На бок. Raise your leg. Ногу поднимайте. Push up. Вверх сопротивляйтесь. And the muscle was weak. Now, until he does what? And he walks and he drives it in. Все будет точно так до тех пор, пока он снова не начнет ходить и не вколотит головку бедра в верхложную впадину. So when he goes to bed at night, I'm going to have him put a couple pillows here. Так что я буду рекомендовать ему, ложась спать, Let his leg come между off of the бедрами bed. класть пару подушек. And he'll start to Дать traction возможность that ноге joint. свешиваться, для того, чтобы Yeah. создавался эффект Back on акции your в back. суставе. На спину, пожалуйста. Let your leg go. Опустите ногу. Good. Bend. Пригибайтесь. Как сразу собака. Let me see the difference. Видите разницу? Now,
the rotator cuff muscles of the acetabulum. Манжела ротаторов, область верхней впадины. They're those lovely muscles, the gemellus and the obturator interns and externus. Наружные, внутренние запиратели и близнецовые. And an easy way to test those. You start here as if you're testing a piriformis. Вот способ тестирования. Начинайте в том же положении ноги, в котором тестируется грушевидная. Now just keep dropping. И постепенно опускаете ногу. And now we have nothing. А вот теперь сила кончилась. And you can keep going lower. А ниже еще And yes, no strength. совсем никакой силы. Those are the muscles that you're going to pivot and turn on. То есть те мышцы, которые позволяют осуществлять точку опоры для движения. Yeah. Remember, who has a knee problem? You put your hand up, right? Теперь навсегда запомните, когда я спрошу, у кого проблемы, сразу поднимайте руку. Покрупнее камеру, пожалуйста, поближе. На лицо камеру. No, take his face. On the screen. Now, let your leg go. Pull across. Сопротивляйтесь. Pull across. Боль в колене. Pain in the knee, that's why difficult to resist. Let it down. Now he has the same range of motion. А вот теперь одинаковый объем движения. Okay. Now, where was the pain in the knee? Где больно было в колене? Okay, he's pointing just above the fibular head. Показал мне зону головки малоберцовой кости. Remember, you asked for this. Помните, вы сами напросились. You didn't have to say anything. Теперь даже говорить ничего не надо. Push out to the side. Сопротивляйтесь в сторону. Ну, вы садитесь свободно. Push out. Молодой человек, свободно ногу согните, пожалуйста. Whenever you have a patient who says they have any discomfort here, Если пациент указывает на какой-либо дискомфорт вот в этой области, about 80% of the people with iliotibial band знаете, problems что практически в 80% случаев это проблема илиотибиального тяжа. will have a loosening of the fibular head. Потому что у них ослабевает область головки малоберцовой кости. When the fibular head is loose, А когда она становится слишком свободной, it stretches the common perineal nerve. растягивается общий малоберцовый нерв. And what you will find is weakness of the perineal muscles. И в итоге ослабевают малоберцовые мышцы. Now, he has a weakness of perineus longus. Итак, у него слабость длинной малоберцовой. And when you find that, you'll usually find that the medial head of the gastrocnemius И, как правило, слабость становится и болезнь медиальной головкой икроножной. is very painful, just like this. Очень больно. Вот так, как вы сейчас это видите. Now, if you have the patient take the fibular head and put it right in А their теперь hand, пациент располагает руку так, чтобы головка кости находилась прямо в ладони. squeeze that together. Сжимайте теперь плотно. They will have no pain in the И боли gastroc. никакой не будет в икроножной. Боль. And the perineal muscle will strengthen. И малоберцовая мышца усиливается. So, very common problem missed in the lower leg. Очень распространенная проблема, часто незамечаемая в нижней конечности. On a football team, out of 30 players during the year, you will find this on 24 to 26 of them. Из 30 игроков в футбольной команде в течение сезона у 20-25 обязательно обнаружится такая проблема. Because they're planting and twisting with all their weight so much on it. Потому что они очень много совершают скручивающих движений при опоре на ноге. Now, his fibular head is loose on that side. Итак, с этой стороны у него слишком свободно в своем положении головка малоберцовой кости. That needs to be approximated. Нужна стабилизация кости в проксимальном направлении. Now, yesterday with the shoulder, Вчера, когда речь шла о плече, I said if there's a muscle that does the same thing as a ligament, я говорила вам, что если есть мышца, которая выполняет ту же функцию, что и связка, if you exercise the muscle, it will help shorten the ligament.
Упражнение, тренировка мышцы поможет состоянию связки. So the question is Так there что a возникает muscle вопрос, есть ли мышца, that will hold the которая tibia and fibula удерживает together? рядом большеберцовую и малоберцовую кости? Posterior. Tibialis posterior. Задняя большеберцовая. So to speed this up, aside from taping it and supporting Так it, что помимо того, чтобы использовать бинтование, можно ускорить процесс. you want him to exercise his tibialis Нужно posterior. рекомендовать ему тренировать заднюю большеберцовую мышцу. So you have to make sure that the tibialis posterior can work. Для того, чтобы задняя большеберцовая заработала. So we test his tibialis posterior. Протестируем ее. Push in, Внутрь сопротивляйтесь. and that's terrible. So the next question is, Возникает следующий вопрос. what would cause tibialis posterior to be weak? Что вызывает слабость задней большеберцовой? Navicular, да. Okay, a dropping of the navicular, anything that stretches the Опущение tendon of the ладьи. muscle. А что растягивает сухожилие мышцы? Now, if you stretch the tendon of a muscle, it will Ну, cause the смотрите. muscle to go weak. Если растягивается мышечное сухожилие, значит мышца становится слабой. So there's two places that you can stretch the tendon of tibialis posterior. Сухожилие задней большеберцовой может растянуться на двух участках. One is if the navicular drops inferior. Один участок – это участок ладьевидной кости при ее опущении. Push in, Сопротивляйтесь. and that helps strengthen it. Вот оно и усилилось. Where else does the tendon of tibialis posterior go? Куда еще идет сухожилие задней большеберцовой? Фигура. Where else does the tendon of the tibialis posterior go? Задней большеберцовой куда еще направляется? To the transverse arch of the foot. Right. If you have an expansion of the transverse arch of the Верно, foot, поперечный свод стопы. Если поперечный свод стопы уплощен, now, to test for that, I'm going to вот push так in выглядит тест. Надавлю на стопу and I'm going to support that arch of the foot и усилю своей рукой поперечный свод стопы. down. No, Опустите relax. ногу. Push in, Сопротивляйтесь внутрь. and that strengthens it. И мышца усилилась. Once that metatarsal arch drops and expands, it'll help Значит, create как a только weakness of these метатарсальный muscles. свод опускается и расширяется, возникает мышечная слабость, растягивает за счет растяжения сухожилия. The third one is trauma to the muscle itself, Ну и надо иметь в виду, что и сама мышца могла бы быть травмированной. which is easily diagnosed by coming in А это behind очень the легко tibia травмируется. Простите, диагностируется. and palpating to see if you find a positive jump sign. Больше берцовой кости проводите достаточно сильную пальпацию и смотрите, подпрыгивает пациент на кушетке или нет. Now you can shorten the muscle and Можно make укоротить мышцу для того, чтобы влечение it less painful, не было так больно. or you can leave it like this. Ну, а можно и так сделать. Isn't this fun? Спортсмен. Неинтересно ли? See? When you get to do this well, Когда обучаетесь этому и делаете это уже хорошо, what is the confidence that you show your patients when you can do these things? нужно продемонстрировать пациенту собственную уверенность, что вы действительно знаете, что делаете. The confidence, when you start to be able to put the pieces together like И this, когда вам уже удается сложить отдельные фрагменты в единую картину, the patient begins to understand that you really know what you're doing. пациент действительно начинает понимать, что вы знаете, что делаете. Now, down here to help him out, this needs to be corrected. Итак, с мышцей надо работать, свод стопы корректировать. His arch is dropping here. He needs to tape and support his fibular head. Бинтовать, чтобы фиксировать, бинтовать ногу под коленом, чтобы фиксировать головку малоберцовой кости. He's got atrophy here that he has to build up. Надо наращивать мышечную массу, потому что мышца атрофирована. He's got to fix the spinal problem. Надо устранять проблему с позвоночником. His patella needs to be freed up. Надколенник должен быть освобожден.
He needs to massage and loosen up between the vastus medialis and the rectus femoris. Нужно делать массаж для того, чтобы устранить спайки между vastus medialis и rectus femoris. He needs to massage up the center of the hamstring to loosen that. Массаж вот. Massage the hamstring here. Нужно массировать мышцы задней поверхности бедра между головкой мышцы для того, чтобы освобождать спайки, там, устранять спайки. Там. And get in around those gemellus muscles and loosen that up. Ну и работать на устранение напряжения в области близнецовых мышц. Then finally you have to get him to walk the way he's supposed to. Но потом научить его ходить так, как ходить With положено. a longer stride. Делать более длинный шаг. Simple problem. Простая проблема. But each one of those things that he has plays on itself. That's Все the дело problem. в том, что каждый компонент этой сочетанной единой проблемы работает сам по себе тоже. This could have started by one simple injury Все that, могло начаться с очень простой травмы. due to the changes in how he walks and he moves, he gets more problems from. Но раз изменилась ходьба, изменилась схема движения, значит проблемы стали нарастать. Again, you just can't look at his knee and say, let's fix the knee. То есть нельзя заниматься только коленом, нельзя сказать, ну давайте поправим то, что не работает в колене. Now, try to squat and come up. Попробуйте присесть Once. еще раз. On the table, пожалуйста. И вот эту, и простынку убираешь, простынку убираешь. More than that. You can only go twice because the muscles are weak. But a lot of that noise that you hear in there is the patella that has to be freed up. Вот тот звук, который вы сейчас услышали, это и есть те самые спайки в области сухожилия надколенника, которые надо окончательно убирать. But if you were to... Now, his other leg, his arch is dropping. Видите, и мы уже видели, как опускается свод, особенно на левой ноге. Okay. Then, Приседайте. Doesn't stay in place. Как боль? what's less noise? Видите, звука меньше. But you've got to get the arch up. You've got to stabilize that. Свод обязательно надо поднимать, свод надо стабилизировать. But you would be wrong just fixing this. Но работать только со сводом тоже не годится. But that's the critical thing that starts to go as he starts to squat down, which forces the knees to torque. Видите, все дело в том, что как только начинает приседать, начинают действовать силы скручивания в коленных суставах за счет уплощения медиального свода стопы. Okay, let's see. Now, does anybody else dare say they have a knee problem? Ну, кто еще осмелится признаться, что у него не все в порядке с коленными суставами? Кто хотел? Tell us about it. Рассказывайте о себе. У меня была травма, без разрыва связок. Without Удар коленом падала с велосипеда через руль и приземлилась в пол. from the bicycle, landed on the knee. После этого длительное время сохранялась боль в After колене. that, for a long time, he was painful. Периодически она возникает с From time to time, it's very close now. Okay. Where is the pain? Где болит? Болит левое колено The left knee. No, point, put your Пальчиком finger. покажите, где болит. в области менисков с обеих сторон. Menisci on both sides. No. What you don't want the patient to tell you. You want the patient to put Не their надо, чтобы finger. пациент вам что-то рассказывал. Пальцем пусть покажет. Okay. Always ask the patient to put their finger where the pain is. Всегда просите пациента пальцем показать, где болит. That's the important thing for you. Это очень Put важно your для вас. finger where the pain is. Скажите пациенту пальцем, укажите, где болит. Okay. That's it done. Сядьте, пожалуйста. What muscle supports the medial knee? Какие мышцы поддерживают медиальную поверхность коленного сустава? The medial collateral ligament would be supported by what muscles? Медиальные коллатеральные связки какими мышцами поддерживаются? Грацилис. Gracilis. The gracilis is such an insignificant muscle that they sacrifice it many times in knee surgery. Грацилис такая незначимая мышца для коленного сустава, что ее при операциях очень часто вообще приносят в жертву. So, what you have is the sartorius and the Аддуктор, adductor. Самое сарториус. главное, что приводящие мышцы и подняжные. Now,
The lateral side of the knee Латеральная поверхность коленного сустава is supported by what? поддерживается чем? ТФЛ. Тезофасцилет. The TFL. If I served you her TFL for dinner tonight, you wouldn't even have one bite. It's Если so я вам small. сегодня на ужин подам ТФЛ, то вам даже один раз откусить не придется. Такая она крошечная. What is the Жесткая. Very hard. What is the strongest muscle that attaches to the iliotibial band? Самая сильная мышца, прикрепляющаяся к тибиальному тяжу. Среднеягодичная. Gluteus maximus. Большая ягодичная. More lateral knee problems are weak gluteus maximuses. По большей части проблема латеральной поверхности коленного сустава – это слабая большая ягодичная мышца. So she's saying she has problems medial and lateral. Нам она сказала, что у нее болит и латерально, и медиально. Either she's going to have, again, a weak ankle below where she pronates and supinates, То есть вполне можно сейчас уже с уверенностью говорить о том, что будут проблемы стопы при пронации и супинации. coming down from above, she's going to have an imbalance between gluteus maximus А сверху будет дисбаланс большой ягодичной and the adductors и and possibly приводящей the к sartorius. может быть, с участием партняжной. Or she has both of them. А то, и другое. And if it's been there for any length of time, she probably has both of those. Причем с учетом фактора времени, скорее всего, присутствуют обе проблемы. So I always start with watching the patient walk. So Я just всегда начинаю с просьбы walk down пройтись back. туда и обратно. Проектор. Now it took me 2 steps to see that she's walking with one stride longer than the other. Мне хватило 2 ее шагов, чтобы увидеть, что один шаг длиннее другого. Now, if you have a chance later, if you watch her hip pocket, the pockets on her pants, you can see one pocket move way more than the other. И более того, если вы обратили внимание на движение карманов на брюках, то вы увидели, что один кармашек движется гораздо больше, чем другой. Этим карманом. Okay. Крупнее. Go up on your toes, На пальчики поднимаемся, go back down, опускаемся. go up. Еще раз. See the instability. Увидели нестабильность. You don't have to go any farther. She has a problem down here. Go down. Опускаемся. Number one, when she's standing, Во-первых, при стоянии she has no arch here at all. никакого свода здесь вообще нет. Her whole arch in her foot is dropped. Весь свод уплощенный. Now, when you rise on your toes, Когда поднимаешься на пальцы, stop. стоять. Peroneus tertius, Третичная, малоберцовая, tibialis posterior, задняя большеберцовая, peroneus longus, and then the flexor длинная muscles. малоберцовая и сгибателя флексус, The flexor muscles. и сгибателя пальца, большого пальца. And she's unstable on that. И она нестабильна в этом положении. So before we go any farther, Прежде чем идти дальше вообще, we got a bad foot. надо сказать, что стопа негодная. Turn around. Поворачивайтесь. Ah. Put the camera here. Вот сюда камеру направьте, пожалуйста. Zoom in. Покрупнее сделайте. Now, А вот тот цвет нельзя включить над экраном. here in the front row, you should be able to see a difference in the size. Во-первых, постарайтесь увидеть разницу объема. Now, she has much more gluteus maximus. She Гораздо has less больше gluteus maximus. ягодичной, гораздо меньше. We don't even have to test it. Даже тестировать не надо. So she has much smaller muscle here, much larger muscle here. Намного больше мышца слева и намного меньше справа. So what? Either this one is atrophied Либо правая атрофична, or this one's fat. либо, The only 2 options. ну, во всяком случае, одно из двух. And at her size, I doubt that if she's got too much fat there. Ну и, кажется, еще ориентируясь по let's по общему размеру, трудно, не трудно предположить, в чем же проблема. On your stomach На first. живот, пожалуйста, We'll сначала. start with the easy one. Начнем с простого. That's all the support she has
coming out here to the Вот и вся iliotibial range. поддержка, которая распространяется через илиотибиальный тяж. Okay? What would cause this to be weak? Что может вызвать слабость правой большой ягодичной? Синдром Бушевиля. Piriformis syndrome. Possibly. Возможно. Okay. Сублюксация L3. Now, Subluxation of L3. L3. L3? The hell's that got to do with it? Какого Sit up and черта, спрашивает, вы это упомянули? sit. Sit up. Садитесь. Let's go back to the accident. Давайте вернемся к травме. You were on the bike and you did what? Значит, вы ехали на велосипеде дальше. Резко затормозила, перелетела Stopped abruptly, через руль, fell over the bicycle немножко onto надо, your leg, падала на левое колено. and fell down on the left knee. She fell down on the left knee. На Now you левое have more колено pain on the упали. left knee or the right knee? А болит у вас правый или левый? Left. Okay. So From she time to doubled. time, not always, not now. So you have more pain on the left knee, Левое колено больше болит. on the inside and outside. И And that's внутри the side и that's снаружи. working. Okay. So, И это та самая сторона, которая работает лучше. so the pain is here and here, right? Тут и тут болит, да? Okay. So you went over the handlebars that way. Landed on that. Итак, перелетела через руль и упала на колено. Open wide, Открывайте широко рот. close. Закрывайте. Open wide. Открывайте. А видно, как криво рот открывается. Крупнее рот сделайте, пожалуйста. Еще крупнее. За Yeah, she has a jaw prop. The jaw moves like this and doesn't move on this side. Справа движения нет, все движение слева. Now, why did I go to that? Я почему к этому обратился? Almost every accident where Потому you're что- thrown to the ground, Практически то есть в любом происшествии, in an auto accident, в автомобильной аварии, your head gets snapped, you open your mouth, you're Гла- surprised, голова совершает хвостообразное движение, рот открыт, and you start to create imbalances in you. и, естественно, начинают развиваться дисбалансы. And TMJ problems have relationships with shoulders, А височно-челюстной сустав соотносится с плечевым суставом, с проблемами таза. now. She's weak on which gluteus maximus? Итак, какая большая ягодичная слабая? Her right gluteus maximus. Правая. If that changes her gait, Теперь сопротивляйтесь. this quadricep will be weak. Четырехглавая слабая слева. Because you always go weak in this pattern. It's set Потому like что this. слабость возникает в такой схеме. So you want to look for, when you find weakness, look and see if it falls into a pattern of how you walk and move. Так что если вы обнаружите какую-то слабость, обязательно посмотрите, соответствует ли она схеме ходьбы и движений. So her quadriceps is weak on the left, Итак, четырехглавая слева, gluteus maximus is большая weak on the right. ягодичная слабая справа.